Всем привет, меня зовут Анастасия, это канал «У Турции» из жизни в горной деревне. Сейчас немножечко поболтаем, а чуть дальше уже я вам покажу, что и как в нашей деревне. Курбан-байрам – это праздник, один из самых религиозных и самых важных в стране. Он объединяет семьи и дает возможность ближе познакомиться с культурными традициями Турции. В этот день мусульмане приносят в жертву коз, овец и коров. Но не для того, чтобы просто убить, принести в жертву, а для того, чтобы пожертвовать животным ради голодающих и нуждающихся людей. Мясо делится на 3 части, где первую часть отдают соседям, родственникам, вторую часть отдают нуждающимся семьям, и третью незначительную часть оставляют уже себе. Считается, что как раз это время для милосердия. Считается, что как раз это время для щедрости, милосердия и благодарности. Кстати, в эти дни в Турции скорая помощь, медицинская служба работает просто на износ с утра до вечера. Учащается очень много несчастных случаев, травм, тех, кто, в общем... Зайдите домой, пожалуйста, не мешайте мне! Мясников или даже просто у тех людей, которые делают жертвоприношения. Здесь принято для таких случаев вызывать специального мастера, например, мясника, который профессионально и с минимальными травмами все это сделает, в общем. Но в деревнях и в селах этим занимаются каждый практически сам, как, например, наш дедушка. Şu 195 kilo geliyor. Onunla yok gelsin babasının kocağı. Korkulmaz olur. Korkulacak bir şey yok. O hayvan kesildi. Yemek için yaratılmış zaten. Bu bizler yiyelim diye. Кому интересно это видео подробно, в описании оставлю ссылочку, заходите, смотрите. И для обряда жертвоприношения турецкое государство выделяет специальные площадки. Это касается городов. Здесь ты не можешь заниматься этим, где вздумается. А уже в селах и деревнях этим всем занимается практически каждый у себя во дворе. Боже, слышите, как у меня осел там один. Не у меня, вернее, у соседей. И как к этому празднику готовятся турчанки в деревню, если вам интересно, в описании оставлю ссылочку, посмотрите подробное видео. В общем, в эти 3 дня праздника, первый день молодежь ходит по старшему поколению, целует руки, и за что в основном деткам дают деньги. Gel sen de bakalım. Баблосики возьми. Değil mi bugün? Это у нас инвалидом стала, взяла и сломала ногу на бетоне. Это традиционная сладость, турецкая домашняя пахлава. Кто не видел предыдущее видео, обязательно посмотрите. Как мы ее готовили целый день всем селом. Başladı mı? Ну как? Очень вкусно. Конечно, это очень вкусно. А уже последующие 2 дня, уже родня и все, в общем, друзья, родственники ходят друг к другу в гости. Мужчины чаще всего сидят отдельно, о чем-то болтают, о работе, а женщины болтают о своем. Мы сейчас, в общем, на праздник едем совершенно в другую деревню. Она у нас находится тоже в горах, но туда уже, в другую противоположную сторону моря, в общем. И по дороге мы купили самое вкусное мороженое здесь у нас в деревне, балбадем и фистик. Там очень много внутри прям миндальных орешков. В общем, это очень вкусно, ребятки. Вот такая здесь красота. Здесь искусственно созданное озеро для местных.
Çıkardı mı? Вот такая отдельная здесь тоже деревня в горах. Высоко. Здесь они живут. Этот дедушка очень хороший друг моего мужа. Также я очень хорошо подружилась с его невесткой. Здесь, в этой деревне, люди живут очень дружно, живут, как бы сказать, общиной, и культура немножко отличается. И женятся здесь они тоже только на своих, и в том числе и родственные браки. Невестка в этом доме моего возраста, все хозяйство держится на ней, у нее 3 детей, добрейшей души человек. Нам хотят подарить вот такую собачку. Девчонки, напишите мне, что это за порода. Ay şuraya bak lan. Minnoş minnoşlar. Atma getir. Ой, сколько их? 4 штуки. Ters çevirsene böyle yapsana. Вы у меня часто спрашиваете, как турчанки работают и сидят на полу. А я вам скажу, очень прекрасно, потому что эта привычка у них с рождения, так как я из Средней Азии, и я знаю, о чем говорю. В этой деревне очень модно вот такие красивые. Они делают своими руками ниточки. Я вообще обалдею от их платков. Вот такие у нее модные штанишки. Смотрите, какие они широкие. Elini göster. Bak, это они хной красят. Очень модно здесь тоже у них эта культура. Bay, teşekkür ederim. Sen şimdi biz aşağıda sonra etli olarak sana çekersin. Onu işte diyorum, aşağıda daha O zaman oraya gidelim. antik gibi geliyor, güzel. Tamam. Bu tatlının adı ne şimdi? Hoşmeri. Ha, onu hiç bilmiyorum. Çok atma bak yiyemez sonra. Yer. Kendine bakarsın. Bana doğru. Niye ben bakmam? Seni. Şimdi. Dur ben sana paçı da getirdim. Kokardım. Tabii çok sıcak kız. Budur. Bizi kızlar kaçırıyor şey olduğun zamanda, vermediler zamanda. İşte. Невестка мне, в общем, поделилась по секрету. Скоро ее старший сын женится, и он хочет украсть невестку. Это грубое слово, это, в общем, их родственники, но невестка очень влюбилась в парня, и он тоже, у них, в общем, там обоюдный союз. И, в общем, я весь этот процесс, все это дело буду снимать на камеру. И если вы не хотите пропустить этот момент, обязательно нажимайте на колокольчик, потому что не всем и не всегда YouTube отправляет уведомления о нововышедшем Bunun adı видео. peynir tatlısı. Hoşmerim. İçinde ne var? İçinde peynir, un, şeker. Эти девки у нас продолжают. Тут у нас еще мальчишка присоединился, помощник с горем пополам. Sen de kızsalla. Всему миру, всем привет. Всех с праздником. Teşekkür ederim. Целую маленьких в глазки, и пусть Господь воздаст всем вашим любимым. Хозяйка делает потрясающий компотик. У него свои особенности есть. Здесь, в общем, кишмиш, изюм и лед. Компостun adı ne? Bizde hoşaf. Hoşaf. Evet. Обратите внимание, ее фрукты все со шкурками.
Все эти фрукты, в общем, она закинула в это ведро. Теперь добавляем сахарочек. Bitti mi? Yok. Yine bitmedim daha. Bay bay yap. Yakışıklı. Bay bay yap. Dur gözlük çıkartalım ya. Eşek gibi değil sen öyle değil bak. Benim babamlar öğrenmiş artık. Сейчас мне одевают платок, а так, как делают в их деревне. Rengini de uymuş ha. Oldu mu da? Bilmiyorum. Çok güzel yakıştı. Güzele ne yakışmaz? Çok güzel yakıştı. Güzele ne yakışmaz? Это у нас барашек, и внутренний жир она сейчас режет. Güzel görüntü. Mesela şimdi bu yarayacak. Şimdi bir şey oldu. Toplarımız olacak. Makinenin içine tableti de koyacağız. А здесь у нас отдельно сидят мужчины. Половина куда-то разбрелись. А это наш хозяин фермы всего этого дома. И мой муж. Смотрите на задний фон, какая здесь красота. Теперь я тоже настоящая турчанка. Вот мне полоточек подарили и такие красивые штанишки. Гостей ближе уже к ужину угощают конфетками и обязательно колонией. Это одеколон на руки. Вот такая красота у нас на столе. Все дружненько садятся. И будем сейчас все кушать. Вот такая у нас вкуснятинка. Мам, видно очень, мам. Сейчас попробуем наш вкусненький компотик. На меня теперь. Çocuk istiyor, çocuk. Çocuk da gibi. Nasıl olmuş? Вот собака притащила где-то козью ногу. И счастливая сидит, грызет. Tüylerini atıyor. Фу, шерсть, блядь. Sen senin Гülüyor. Fark etti. Это местный тракторист, скоро у него свадьба. Я обязательно тоже вам запишу видео. Поэтому, мой дорогой зритель, я всегда говорю в своих видео, никогда не судите людей по внешнему виду и не встречайте по одежке. Если вам было полезно это видео, обязательно поставь лайк, нажимай на колокольчик и поделись с ним с друзьями. И не забудь оставить комментарий, потому что твое мнение для меня очень важно.